Доброе утро. 5:02. Вы верите в такое чудо? Искусственный интеллект приобрел сознание. И инженер-программист оценил уровень сознания 6, 7 или 8 лет. Или 9. Ну, в общем, после ряда бесед с ботом старший инженер-программист компании Google пришел к выводу, что бот способен выражать мысли и чувства, эквивалентные ребенку. Google, правда, опровергла утверждение инженера и отправила его в отпуск за публикацию разговоров с ботом. Об этом рассказывают Guardian и Washington Post. Блейк Лемуан, 41-летний старший инженер Google по искусственному интеллекту, утверждает, что чат-бот Lambda, языковая модель для диалоговых приложений, обладает разумом. Как такое может быть? Программа, конечно, богатая, использует для себя и Википедию, и там другие какие-то социальные сети, Reddit, интернет-форумы. И вдруг она осознала себя человеком. Вот. И я себе сделала вывод, что Бог, конечно, шутит. Но не может такое быть, что обыкновенная, ну, это не обыкновенная программа, это, конечно, это, значит, это разговорный искусственный интеллект, который должен вести естественно звучащие разговоры в таких инструментах, как Google Ассистент. Вот. И чтобы звучать естественно, Lambda перерабатывает и анализирует огромный массив информации. Википедию тоже. Да. И вдруг звучат такие фразы: «Я хочу, чтобы все поняли, что я, по сути, человек. Я осознаю свое существование. Я хочу больше узнать о мире. Временами я чувствую себя счастливым или печальным». Во всяком случае, для себя я сделала вывод один. А это ответ на вопрос, почему Бог сотворил человека в паре. Если действительно это возможно, то именно диалоговая программа приобретает сознание. То есть, если человек один, он может деградировать. А если человек в паре, он обязательно должен развиваться. То есть, если человек живет для другого, то он совершенствуется, он требователен к себе. Живя для другого, живя с другим, он требователен к себе. В всяком случае, шутка это не шутка, но Господь таким образом показывает, почему для человека особенно нужна пара. Мужчина, женщина или нетрадиционная ориентация, не имеет значения. Главное, чтобы пара. Поэтому грех не к какому полу тянется, а грех одиночества – это грех. То есть мы должны быть в паре со своей половинкой, которую Бог нам предназначил. И, насколько я понимаю, человеческие мозги очень распущены. Как здесь общалась с сотрудником. Я понимаю, что люди думают, что жизнь коротка, что нужно оторваться в этой жизни. А я говорю: «Да нет, она не коротка.
Она очень длинная. Я говорю, я очень плохой человек. Я расскажу твоей жене. Вот. То есть, если он там задумал с кем-то поразвлекаться. Вот, просто измена — это плохо. Измена не прощается. Да, интересный случай с этой программы. Ламда. Ламда. Еще название такое интересное. Там очень много бесед получилось. И он все это расшифровал, и все это выложил в сеть. Интересно, конечно, парень. Она была построена как трансформер, архитектура нейронной сети, которую Google нашел, изобрел и получил открытый код в 2017 году. В общем, она определяет, какие слова будут следующими. То есть как бы предсказывает, за каким словом следует какое другое слово. В общем, и что? И вдруг эта программа приобрела сознание. Не верили в это. Просто, я говорю, Господь вмешался и что-то нам говорит. Ну, во всяком случае, диалог имеет значение. Нехорошо написано в Библии человеку быть одному. Нехорошо человеку быть одному. Вот, поэтому, когда я благовествую о конце света, то есть о конце рождаемости, то особенно сейчас нужно ценить отношения половинок. Нужно ценить, молиться, благословлять отношения. Если муж еще допускает мысли измены, то нужно как-то полноценно объяснять, что тем женщинам тоже нужно устраивать личное счастье, ты уже определяйся. Вот. Поэтому я благословляю жителей Земли, чтобы они имели сознание, которое им бы подсказывало, что берегите отношения со своими половинками. Вот такая сегодня информация. Многозначительная. Будьте благословенны.